Kalbin durmasaydı o akşam yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Evlen benimle. İlla evleneceğim diyorsan da Aras Alkan falan gibi biriyle evlen yani. Sen evlilik hakkında ne biliyorsun da beni böyle yargılıyorsun ya? Sen daha hiç evlenmedin ki. Seçimini yapmışsın. Bana da seni desteklemek düşer. Hayır, asla böyle bir şey olmayacak. Hadi şimdi o düğünü yap da görelim. Benim için Melike'ye en yakın şey Aslı. Dediğimi yapacağım. Bence artık itiraf et. Neyi? Привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Смотрите этот поцелуй. Это было только начало для Аслы и Араса. С этого момента их история станет еще более тернистой. Потому что однажды Аслы поддастся велению сердца и слишком сблизится с Арасом, а на следующий день поддастся страхам и оттолкнет его. Вы знаете, как сердце жаждет кого-то, но разум говорит вам: остановись, вот где они. Эти приливы и отливы опустошат и их, и зрителей. Но на самом деле эти приливы и отливы сделают их любовь еще более искренней. Потому что то, что дается легко, ничего не стоит, чем сложнее эта любовь, тем она сильнее. План Аслы уйти здесь действительно важен. Эта сцена с чемоданом повторится не один раз, Аслы еще несколько раз скажет: «Мне нужно уехать отсюда», соберет чемодан и попытается сбежать. Но каждый раз слова Араса, его взгляд или просто его присутствие будут ее останавливать. Поэтому, как бы Аслы не пыталась сбежать, ее сердце всегда будет возвращаться к одному и тому же, к Арасу. Теперь Эмре сделал предложение. Можно с уверенностью сказать, что это только начало. Аслы будет глубоко потрясена этим предложением. Сказать «да» значит отвергнуть веление сердца, сказать «нет» значит отвергнуть веление разума. Какое-то время она может делать вид, что принимает предложение, даже пытаясь обмануть себя. Но в конечном счете, даже если она скажет «да», ее взгляд все равно будет искать Араса. И Эмре это заметит. Именно тогда в Эмре проявится совершенно другая, темная сторона. Мы увидим Эмре, неспособного смириться с отказом и охваченного ревностью. Это приведет к серьезным кризисам в будущем. С этим предложением Аслы столкнется с одной из самых серьезных дилемм в своей жизни. Арас в ее сердце, и она боится признаться в этом даже себе. Потому что она прекрасно знает, какую радость и опустошение принесет ей любовь к Арасу. Именно поэтому предложение Эмре покажется ей спасительным люком. Может быть, если я приму его, то избавлюсь от чувств к Арасу, может быть, начну жизнь с чистого листа, подумает она. Но правда в том, что это решение будет принято не от сердца, а исключительно из страха. Теперь подумайте, даже если Аслы скажет «да», ее взгляд будет постоянно искать Араса. Даже обнимая Эмре, она будет думать о лице Араса. Вот почему это «да» со временем утомит Аслы еще больше. Потому что против сердца не пойдешь. Как бы ты ни старался подавить это чувство, однажды оно неизбежно вырвется наружу. И Арас это поймет. Как бы ни пыталась Аслы сбежать, взгляд Араса скажет ей «я здесь». Арас будет опустошен, услышав это предложение, но он никогда не сдастся. Напротив, любовь в его сердце станет еще сильнее. Сначала он может почувствовать гнев, задаваясь вопросом, зачем он так со мной поступил, но потом поймет, что ответ Аслы был на самом деле попыткой сбежать от него. В этот момент для Араса начнется новая борьба. Он скажет «я сделаю все, чтобы не потерять ее». Что касается Эмре, вот тут-то и разразится еще большая буря. Потому что со временем Эмре поймет, что сердце Аслы принадлежит не ему целиком. Возможно, дело в отстраненном взгляде Аслы, а может быть в молчаливом, но глубоком притяжении, которое они испытывают при встрече с Арасом. И в этот момент ревность Эмре взорвется. На самом деле, эта ревность превратит его в совершенно другого человека. Мы столкнемся с более жестким, безрассудным и опасным Эмре. Это приведет к серьезным кризисам в следующих сериях. Итак, что же будет делать Аслы? Сначала она будет молчать, но внутри нее разгорится буря. Тяжесть ответа Эмре будет терзать ее на протяжении нескольких дней. Потому что она поймет, что думает об Арасе каждую минуту каждого дня.
Она окажется между давлением Эмре с одной стороны и молчаливым, но сильным присутствием Араса с другой. Но знайте, как бы ни сопротивлялось сердце ослы, она в конечном итоге выберет Араса. Потому что ему придется защищать свою любовь. Да, ослы не решит проблему, а наоборот, еще больше ее усложнит. После этого ответа Арас будет бороться еще сильнее. Ревность Эмре выявит его темную сторону. Ослы, в свою очередь, столкнется с серьезным испытанием и умом, и сердцем. Арас же, в свою очередь, усилит свою борьбу с матерью. Теперь, когда он впервые бросил ей вызов, это только начало. Он станет смелее, заявив: «Я сам выберу свою жизнь». Но такое отношение лишь разожжет амбиции его матери Фиген. Фиген будет искать способы выгнать ослы из дома. Возможно, она начнет копаться в прошлом ослы, возможно, станет строить против нее козни. Но Рейхан Ханым не будет сидеть сложа руки. Она будет твердо стоять на стороне Араса и ослы. Ее защита будет для ослы словно глоток воздуха. Только представьте, впервые в жизни она услышала слова «Я с тобой» от матери. Это бесценно для ослы. Что касается признания Метина. Вот тут-то все и достигнет апогея. Ведь когда эта тайная любовная связь раскроется, взгляды всех изменятся. Рейхан, возможно, сначала будет ошеломлена и не сможет ничего сказать. Но если Мирьем узнает об этом, все станет совсем плохо. Ведь Мирьем и так затаила глубокую обиду на Рейхан. Это признание лишь разожжет ее гнев. Равновесие в семье будет полностью нарушено. Метин может пожалеть о годах молчания, но будет слишком поздно. Эти слова, однажды сказанные, необратимы. И помните, это не только любовь, тайны играют огромную роль в этой истории. Прошлые ослы, то, что скрывает семья Араса, давняя связь между Рейхан и Метином. Все это будет раскрываться одно за другим. И с каждой раскрытой тайной будут открываться новые раны. Но в конечном итоге все эти тайны еще больше сблизят ослы и Араса. Потому что те, кто пострадал больше всего, научатся залечивать самые глубокие раны друг друга. Итак, подведем итог. Звездочка «Любовь ослы» и Араса только начинается, но это будет непросто. Звездочка предложения Эмре приведет к серьезному конфликту и кризису ревности. Звездочка давления Фиген усилится, а поддержка Рейхан усилится. Звездочка признания Метина раскроет тайны прошлого. Звездочка и среди всего этого хаоса ослы и Арас, как бы они ни избегали друг друга, в конце концов найдут дорогу друг к другу. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.